Привет, друзья! Добро пожаловать на гранд-финал! Мы проделали огромный путь, и сегодня наш сиамский котик наконец-то обретет тело и законченный вид. В прошлой части мы полностью оформили мордочку, а сегодня займемся сборкой. Что нас ждет в этом заключительном уроке? Мы соединим голову с туловищем, покажу, как сделать шею устойчивой, пришьем лапки и хвостик, чтобы котик мог стоять или сидеть, добавим усики, ту самую деталь, которая делает его живым. И финальный штрих – свяжем яркий красный ошейник с золотым кулоном. Готовы увидеть своего питомца во всей красе? Берите иголки, крючки и давайте завершать этот шедевр. Вот здесь, где мы делали прибавки, получается такое пузико. Вот оно по центру. Сейчас сделаем разметку. Нам нужно отсчитать 9 рядов снизу. 1, вот этот первый. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот здесь будет располагаться верхняя точка ножки. Заправляю в иголку и будем пришивать. Заправила. Здесь проверяем, чтобы иголочка была по центру туловища. Я бы ее сюда чуть-чуть вперед переставила. Да, где-то вот так. И теперь первый стежок будет как раз там, где иголка. Ее убираю. И теперь пришиваем ножки только там, где соприкасаются. И еще момент, если вы хотите, чтобы котик мог сидеть или там ставить его на 4 лапки, то не нужно пришивать всю ножку полностью. Я пришиваю только верхнюю часть, буквально вот 1-2, ну где-то 2,5 ряда. Сейчас покажу. И также ножку прикладываем, чтобы она была по центру. То есть здесь следите ни назад, ни вперед. Вот по центру. Сбоку, вернее. Вот сбоку по центру. И вот таким образом пришиваем. Подхватываю за туловище. И вот здесь, где соприкасается, за ножку. Снова за туловище. И вот как раз третий ряд. Вот так за ножку. Теперь перехожу по ножке на вот эту сторону. Теперь немного вперед направляю. И точно так пришиваю с этой стороны. Так. И за ножку. Снова за туловище. И за ножку. Вот таким образом. Теперь я вот здесь делаю утяжку. Для этого
вывожу иголку вот сюда. Вот так. Здесь также закрепляю лапку посередине. И вывожу на противоположную сторону. Это как раз вот здесь, где маркер. Его, кстати, мы вытянем, чтобы он не мешал. Вот так. Вывела ниточку. И теперь 1, 2 через 3 ряда вот сюда возвращаю. Вот здесь тоже 1, 2 за вторым рядом. Вот так оставляю пока ниточку. И сейчас пришиваю вторую ногу. Пришиваю точно так же, как и эту. Итак, я пришила вторую ножку. То есть я на высоту 3 рядов пришила, перешла вот сюда и прошила в вершине ножки сейчас. Здесь выводим иголочку и точно так прикрепим изнутри. Вот, чтобы лучше было видно. Прикрепили. И теперь иголку выводим. Вот сюда, спустившись на один ряд. Вот здесь мы оставляли. А через один ряд выводим вот этот хвостик. Подтягиваем. И вот эти два хвостика мы связываем. Хорошо подтягиваем и завязываем на узелок. И получается вот такая форма. При этом ножки вот можно вот сюда согнуть и сделать котика в положении сидя. Вот эти остатки теперь необходимо спрятать внутри. Я это сделаю при помощи иголки. Просто вот сюда несколько раз продену сквозь тело. Готово. Ниточки я спрятала и остатки отрезала. И теперь точно так пришиваем ручки. Точно так я имею в виду за 3 ряда, как мы делали с ножками. И чтобы вершина руки располагалась вот здесь четко над ножкой по центру и по высоте за первым рядом, вот здесь от шеи. То есть вот так. Чтобы видео не затягивать, я покажу уже в готовом виде. Пришиваем точно так, как ножку, вот здесь сверху. Готово, ручки я пришила. Остатки я вытянула сюда, вот внутрь туловища через шею. А вот это остаток, который мы будем пришивать голову. Это будет чуть позже. Пока берем хвостик
и пришьем его. Выбираем место и пришиваем точно так, как пришивали ушки и мордочку. Я первый стежок делаю для пришивания хвоста за 1, 2, 3, 4, 5, за пятым рядом по центру. Вот так. Пришила. Вот так получается. Теперь пришьем голову. Заправляю вот этот остаток и будем пришивать. Прежде чем начать пришивать, я прикалываю булавочками, чтобы голова не съезжала. Вот таким образом. То есть, грубо говоря, делаем разметку. Смотрите, сколько булавочек вам потребуется. 1, 2, 3. Главное, чтобы все было ровненько и вам было удобно. Я обычно спереди и сзади. Вот так вот делаю. Вот и уже голова хорошо держится. Можно пришивать. Пришиваю, в принципе, так же, как и ушки мы пришивали, и хвост. Подхватываю за голову. И здесь не с этой стороны под косичку я пришиваю, а вот так, ну, чтобы было удобно. Вот так, снова вот так здесь за голову. Сейчас это уже вытянем. И вот так под косичку с этой стороны за шею. И вот здесь, где мы делали узелки, как раз это все хорошо спрячется. И вот таким образом пришиваю. Вот эти хвостики сейчас я спрячу внутрь. Это тоже уже можно вытянуть. Можно их отрезать. Но я вот такими длинными их спрячу внутрь. Как раз и для плотности шеи можно либо холофайбер добавить. У меня в данном случае вот будут вот эти остатки. Хотя холофайбера я добавлю все равно. И сейчас вот так пришиваем, еще несколько стежков делаем. И затем, когда останется совсем немножко места, я сюда добавлю еще холофайбер в шею. Вот осталось уже совсем чуть-чуть места. И поэтому я беру и добавляю вот сюда холофайбер. Для того, чтобы шея была более плотная. После того, как добавлю, делаю еще 2 стежка, закрепку и ниточку прячу. Теперь продеваю несколько раз вот здесь через шею, чтобы лучше закрепить. И остаток отрезаю. Котик уже практически готов. Посмотрите, какой милый он получается. Сейчас свяжем ошейник и затем сделаем усы. Вязать ошейник я буду точно такой же, поэтому беру красную пряжу и набираем 15 воздушных петель. Первой делаем петлю подъема. И теперь вяжем 1, 2, 3. Продолжаем 14, 15. Теперь со второй петли от крючка первую пропускаем, а со второй вяжем 14 столбиков без накида.
1, 2, 3. И так в каждую полупетельку. Заканчиваем ряд. 14, 15. Ниточку отрезаю, оставляю для сшивания краев. Вот этот маленький хвостик с помощью иголки прячем внутрь между петельками. Решила показать, как я это делаю. Вставляем иголку так, чтобы ее не было видно между петлями, между столбиками, и вытягиваем. Распрямляем теперь, чтобы вот тот остаток полностью спрятался. Вот так получается. И теперь свяжем кулон. Делаем кольцо амигуруми и вяжем в него 6 столбиков без накида. Петлю подъема сделали и вяжем 1, 2, 3, 4, подтяну немного, 5, 6. Теперь стягиваем кольцо и делаем соединительный столбик. Оставляем ниточку для пришивания. Вот этот маленький хвостик также прячем с помощью иголки между петлями. Спрятала его. И теперь лишнее просто отрезаю. И сейчас можно с помощью иголки или крючка его присоединить. Приблизительно посередине. Несколько раз продеваю ниточку через ошейник и кулон. Вот таким образом. И повторю так 2 раза. Разворачиваем, чтобы все было аккуратно. Вот так. Теперь сделаю закрепку. Вот так получается. Здесь закрепляем. Можно с помощью иголки, можно крючком. Я крючком делаю. Главное закрепить. Сделали узелок. И остаток я также прячу внутрь с помощью иголки. Лишнее отрежу. Спрятала. Отрезаем. И вот так аккуратно получается. Теперь прикладываем к котику. И несколькими стежками скрепляем края. Тоже покажу, как я это делаю. Вот таким образом. Один раз. И еще один раз.
Вот так аккуратно получается. И остаток я также спрячу между петельками с помощью иголочки. Вот такой котик получается. Все аккуратно. Остался теперь последний штрих. Это усы. Я буду использовать вот такую нейлоновую нить обычную. Можно использовать леску. Это на ваше усмотрение. Нам необходимо сделать 6 отрезков по 8-9 сантиметров. Затем я их скрепляю в 3 пары, то есть по 2 между собой, завязываю на узелки и уже протягиваю. Так, один отрезала, вот второй. Здесь приблизительно, главное, чтобы было удобно. Теперь завязываю, вернее не довязываю узелок. Вот таким образом оставляю петельку. И следите, чтобы вот эти остатки по краям были приблизительно одинакового размера. То есть, чтобы вот эта петелька была посередине. На одном сделала. Вот так получается. И теперь беру второй отрезок, продеваю сквозь эту петлю. Надеюсь, на камеру будет видно. И точно так же завязываю. Тоже слежу за тем, чтобы были одинаковые остатки, приблизительно. Теперь подтягиваю, чтобы эти два узелка хорошо стянуть. И теперь беру один остаток с первого отрезка и еще один остаток со второго отрезка. Складываю их между собой, вставляю в иголку, вот так, и буду продевать. Готово. И теперь выбираем место и продеваем так, чтобы каждая пара располагалась чуть-чуть ниже предыдущей. И протягиваю таким образом, чтобы вот этот узелок, он зацепился внутри. Вы почувствуете такой характерный звук. Вот. Если вы будете делать игрушки для того, чтобы игрались маленькие детки, например, то тогда необходимо будет использовать дополнительно либо клей, или между собой связать потом усы между парами вот этими. Но для брелка, в принципе, этого достаточно. Точно так повторяем с каждой парой. Всего их у меня будет 3 пары. Готово. Теперь подрежем немножко по размеру. Я отрежу, оставляя приблизительно 2-2,5 сантиметра с одной стороны и с другой стороны. Вы можете делать, как вам больше нравится, подлиннее, покороче, может быть вообще погуще усы, то есть все как вам нравится. Вот так получилось. И теперь осталось прикрепить кольцо для брелка. Я рассоединила уже первое кольцо. Теперь делаю отверстие для того, чтобы прикрепить. Можно, кстати, это делать на макушке, но я буду в ушко прикреплять. Расширяем отверстие и вдеваем. Все, колечко обратно возвращаем в исходное положение. Если оно очень плотное, то используем плоскогубцы. Вот такой брелочек получился. Покажу вам со всех сторон. Вот такая прелесть. Ура! Поздравляю вас! Вы только посмотрите на это чудо. Еще недавно это был просто моток пряжи, а теперь у вас в руках настоящий маленький друг с характером и душой. Вы своими руками создали реалистичное амигуруми. Я очень горжусь каждой, кто дошел до конца.
Дайте имя вашему котику и напишите его в комментариях. Будет здорово познакомиться с вашими пушистиками. Если этот курс был вам полезен, поставьте лайк и проверьте подписку на канал. Это лучшая награда для меня. Обязательно делитесь фото своих работ в Instagram и отмечайте меня Crochet Evolution. Я буду счастлива увидеть ваши результаты и репостнуть их к себе. И огромная благодарность моим спонсорам. Благодаря вашей поддержке я могу снимать такие подробные курсы и выпускать их для всех. Если вы хотите поддержать выход новых уроков и получать к ним ранний доступ, кнопка «Спонсировать» находится под видео. Спасибо, что вязали вместе со мной. Это была настоящая эволюция вязания. Желаю всем вдохновения, хорошего настроения и успехов во всех проектах. До встречи в следующих видео. Пока-пока.